Всем привет! На ваших экранах новый турнир, буквально вот на днях стартовавший, называется Old But Told. В общем, у нас есть такой коллега по стримерскому цеху под никнеймом Pidex. Надыбал где-то 400, по-моему, $450 на данный турнир призового фонда. В общем, чем вдохновлялся наш коллега, так это тем, что на мировой серии, то есть World Series, использовались новые карты, на которых было множество ресурсов, то есть это вышки, ресурсные центры, коробки по всем картам раскиданы. Вот. Он решил все-таки сделать более дефолтненько, более по старинке, я бы так сказал. И придумал сделать турнир на старых картах, которые не имели таких больших ресурсов ранее. Там максимум 2 ресурсных центра, по одной вышечке у каждого игрока. Ну и может где-то там коробочки разбросаны по карте в небольших количествах. Вот, собственно, мы сегодня стартуем данный турнир с 1.32. На ваших экранах украинский перспективный молодой игрок The Game, очень хорошо играющий. И один из лучших игроков Узбекистана, Revenger. Очень тоже хороший молодой человек, приятный на общение, грамотный, культурный. Хоть и представитель Средней Азии, но достаточно такой приятный человек. Разные там люди бывают, но вот с Рейнджером вот всегда было приятно общаться на самом-то деле. Ну и Василий, как обычно, опоздал на целый час. Там у них должен был быть состояться матч на 17:00. Так, кто первую карту берет? Первым, по-моему, у них должен был быть Ревенджер, по-моему, карту выбирать. Сейчас я гляну по правилам, быстренько. Правила достаточно обычные. Играется сейчас первый раунд до 5 побед. После Summer Arena выбирает первую карту у нас The Game. По-моему, он у нас первый, если я не ошибаюсь. Summer Arena. Так, где тут Summer Arena? Summer Arena. Не вижу ее, значит она выше. Ну вот она. Да, на дефолтных картах, собственно, будут играть. У нас на трансляции 2 минуты задержки. Поехали первый бой смотреть. Надеюсь, вы выбрали, за кого будете болеть. Я лично за красивую игру. Мне, в принципе, что один игрок, что другой достаточно симпатичен. У кого проблемы с Ютубом, напоминаю, ребятки, есть параллельно трансляция для Твича, для вас, у кого проблемы с Ютубом. И также параллельно идет стрим на Трова. Вот. Так что, где удобно, в принципе, туда можете и присоединяться. Я думаю, что в этом проблем, собственно, не будет. Те, кто же смотрит на Ютубе, обязательно ставим лайки на трансляцию. Обязательно делимся, делаем репосты. И, активно обсуждать тактики, стратегии, что там игроки будут показывать на данном турнире. Вчера мы с вами уже досмотрели вторую полуфинал World Series. Там уже турнир идет к концу, и тут сразу же стартует новый. Ну что ж, карта Summer Arena. Привет, привет, кто в чате. Ну что ж, стартует у нас игра. На верхней части карты Revenger у нас играет за ванильного американца. Напротив него ванильный глашник у нас The Game. Карты, как видите, достаточно дефолтные. 2 ресурсных центра, коробочки чуть правее от одного игрока, для верхнего чуть левее они находятся. Ну и в центре основные постройки, за которые будут идти сражения. И по вышечке есть. Справа, слева. Ну и в самом центре карты также есть по одной битой такой вышке, как раз таки... И их можно отремонтировать и перехватить под себя любимого. Я так думаю, что все-таки The Game поопытнее будет. Достаточно сильно он играет. Но Revenger, давно я его, кстати, не видел. В прошлом году Revenger участвовал в мировой серии. В этом году он не участвовал. И, кстати, Revenger дропает бульдозер на ресурсный центр. На одного рабочего раздавил, остальные разбежались. Вот, а The Game в этом году играл на мировой серии, правда, недолго. Он, по-моему, до 1.16 дошел, его там выбил как раз-таки... кто там его? Маракар, по-моему, выбил. Привет, привет.
Так, ну что, ой, какая казарма от Ревенджера. Обалдеть. Техничка поехала от The Game вперед. Василий атакует. Блин, как же звали? Абдул Барейхан у нас зовут Ревенджера, а вот The Game зовут Василий. Вот. Да, даже такие тонкости знаю. Я вспомнил как. Ну, Абдул Барейхан, по-моему, правильно. Правильно я сказал. Так, тут казарма. Хрен его знает. У The Game прям на базе. Подрывниками ее уничтожает, конечно, эту казарму. Сам же The Game подорвал ресурсный центр. И Ревенджер у нас остался играть с одним ресурсным центром и одним бульдозером. Второго бульдозера нет. Его Ревенджер потерял во время своей высадки. Я бы так сказал. Да, я наблюдатель. Так, высадил одного рейнджера. Рейнджер просто косит всех арабиков. Что с ними еще делать? Для чего они, в принципе, тут еще нужны? И 2 чинука тормозят добычу ресурсов для The Game. Слушай, хорошо подготовлен Ревенджер. Очень хорошо. Я думал, что все-таки The Game за глашника будет сейчас подрывы. Будет прям переть вперед, но что-то пока не видно. Один только подрыв прошел от The Game. Василий, в принципе, второй, наверное, сейчас будет. Хаммеры уже есть. Да, подрывнички. Подорвали еще одну казарму. И несколько хаммеров вынуждены вернуться обратно. Так, а бульдозер? Бульдозер забрал оттуда. Ревенджер. Полетел еще один дроп от Ревенджера. Тут техничку дожимают. Ага, тут просто чинуки мешают The Game добывать ресурсы. Больше ничем они таким не занимаются. Игры топ, будь осторожен. Да. Привет, топ-игры. Так, ну что ж. Хаммеры подъехали к The Game практически плотничком. Кстати, как там трансляция на ютубе? Хорошо? Нормально? Не лагает? Ничего? Все хорошо? Шортс трансляция. Я сам не смотрю. Александр, а ну глянь, пожалуйста. Как они там себя чухают. Камеры. Хаммеры уничтожили одну казарму, пока больше вперед не прут. 2 подрывника. Ой, а здесь вторым подрывником можно и добить по оставшийся ресурсный центр. Куда он побежал? Ну, куда ты побежал? Подорвет, не подорвет? Он просто встал. Зачем? Просто мог бы оставить Ревенджера без ресурсов. Ну ладно, это на усмотрение The Game. Так, хаммеры высаживаются. Технички бьются на лазерлоке, ловятся. Очередная техничка на лазерлоке. Да, и что-то мне кажется, что The Game не вывезет. Надо было подрывать все-таки экономику. Уже до конца. Ошибку, наверное, все-таки сделал The Game в первой своей игре. Надо было уже уничтожать здание. Там осталось бы просто добить оставшийся военный завод. Без экономики Ревенджер бы ничего бы не сделал. А так он хаммеры может продолжать память. Да, и первый балл зарабатывает для себя в копилочку у нас игрок из Узбекистана. Вот это вот для меня лично неожиданный ход. Я думал почему-то, что Ревенджер поскромнее будет играть. Но, как видим, The Game тоже допускает ошибки. Ну и будем переноситься к следующей игре. У нас на этой же карте будет Raiders. Блин, я не успел выйти. Да давай, раздупляйся, игра. Там боев много. Если это 1.32, значит всего там не меньше 50 игроков в этом турнире. Так что боев, в принципе, будет предостаточно. Что не очень. Поехали смотреть ответную игру. Теперь у нас The Game будет играть за ванильного американца
против него Ревенджер. Ванильная игла. Первый балл у Ревенджера уже имеется. The Game придется сейчас отвечать. Если Ревенджер будет активно играть подрывами просадки, ну, я уже поменял специально, чтобы оно... Поменял ключ трансляции специально, думаю, может из-за этого, но, видишь, опять просадки. Что бы ты с ними сделал, неприятная такая штука. Ну, в общем, кто смотрит на ютубе, переходите на Twitch и Trovo. Тут просадков никаких нет, все нормально. Можно, в принципе, смотреть более-менее качественно. Не знаю, в чем прикол этого ютуба, почему он так себя ведет в последнее время. Целых два аэродрома от The Game. Что решил? Читарапторами, что ли, играть? Или команчами? Вот это вот новости. Достаточно нестандартно пытаются играть The Game. А рабочий уже тем временем от Ревенджера подбежал. Перебежал через центр. Вскоре можно будет торг устроить. Я так думаю, что... Это и подразумевает сделать у нас игрок из Узбекистана. Собирает несколько подрывников. Сразу их в первую техничку посадил. Ну и... Ой, рабочий, конечно, зря туда ваш пошел. Хотя, не знаю, The Game увидел его. Ты должен был увидеть, почему нет? Команчи есть. Команчи отправляется на левый фланг этой карты. И увидел, где готовит на него атаку. И все подрывники, к сожалению, были уничтожены. Рабочий аж в самый край карты добежал. И подрывает все-таки Ревенджер ресурсный центр. Но бульдозер, кстати, выживает. Команчи продолжают летать. Надо переходить Ревенджеру в квады. Да, так и делает. Опять этот нубас. Да, он самый. Да, он самый. Так, техничка на правом фланге. Да, но Команчи встречают. Решил The Game сделать основную ставку на Команчи. Не знаю. Если квадами начнет активно играть Ревенджер, что будет предпринимать The Game? Ему придется ж перестраиваться. Но пока, как видим, Ревенджер не успевает укрепить левый фланг своей базы. Все-таки успели достроиться стингеры. Вот справа, справа квады находятся. Что сильно зажато как-то играет Ревенджер, не кажется ли? Есть такое дело, да? И по центру просто квадами прет. Да не работает, я не знаю, почему YouTube не работает. На Твиче все хорошо. Надо, наверное, вообще отключать YouTube для трансляции, потому что это нереально просто. Как так можно? Такое качество просто галимое. Я уже специально поменял настройки. Именно YouTube. Не помогло, опять то же самое. Сволочь. Так, два подрывника все-таки добегут. Привет, привет, Рома. Ребят, у кого проблемы с Ютубом, есть Twitch, Trovo. Специально туда тоже начал стримить данный бой. Так что переходите. The Game все-таки забирает себе 1 балл. Ревенджер не увидел продолжения игры. В данном случае ситуация для него была плачевная. Не знаю. Сейчас я гляну сам трансляцию на ютубе, почему она висит так. Пиздец. Я бы так назвал качество, то, что передает YouTube, это просто жесть.
Так, кто там у нас следующую карту берет? Теперь у нас Ревенджер будет карту брать. Ну и какую карту будет брать Ревенджер? Это не особо, я бы сказал. Что за карта БББ? Что это за... А, блин. Так. Привет, привет, Ридик. Блин. Хотел сегодня тебя вытащить. Не получилось, не отвечаешь. Так, ну что, поехали. У кого YouTube лагает, переходим на Twitch и Trovo. Каналы называются так же. Так, Китай, США. Интересно. Да хрен его знает, я не понимаю, почему так YouTube работает. В чем его соль? Придется его, наверное, вообще отключать. А почему ядерных, если он пехотный? Пех, не? Вход в режим песочницы? Это как? Ладно. У нас The Game на этой карте стартует за Китай пехотного генерала. Против него США. Тим? А, вот оно что. Я вот почему думаю, почему оно... Блин, они команды поставили. Охренеть можно. Блин, я ж вышел, не? О, теперь нормально. А то они что-то прям вообще. Попытка номер 2. Начать эту игру. The Game у нас пехотный китайский генерал. Именно такой красивый автомат зеленого цвета у него на командном центре. Против него играет Ревенджер. Под красными цветами за ванильного американца. Расстояние между игроками небольшое, поэтому The Game может сейчас рашить. 3 бульдозера заказал, нахрена ему 3 бульдозера? Слушай, а он может попытаться тактику Абуки использовать, не? Не хочет. В принципе, вполне возможно тут сыграть через Хеликсы в 2 филда одним ресурсным центром, но нет. Так, есть первый филд. А чё так далеко? Очень далеко ставит первый аэродром. И бульдозер ставит второй ресурсный центр.
А тут дроп ракетчиков. Увидели. Уже у The Game не получится. Задуманное. Аэродром надо отменять. Первый бульдозер потерян, но он 3 штуки заказал. И военный завод. Не по времени поздно, на самом-то деле. Ревенджер дропает своих рейнджеров с целью захватить вышки. Все, я понял. Выздоравливай тогда, чё? Так. 2 вышки сразу себе забирает Ревенджер. Неплохо. Хорошо играет за американцев. В прошлой игре тоже, кстати, неплохо так играл. Первый балл для себя в данном противостоянии забрал. Ну и The Game теряет второй бульдозер. Нет? Не теряет? Нет, все-таки потерял. И Ревенджер уже начинает очень агрессивно атаковать. Атаковать The Game. Хаммер проехал. А там встречать некому. Интересно, увидел бульдозер или не увидел? Так, вскрыли аванпост. И Хаммер ведет погоню за бульдозером. Хаммер пустой. Hellfire дрон. Все. Минус все бульдозеры для The Game. У него их было аж целых 3 штуки. И все 3 он потерял в бою. Еще Хаммер продолжал кошмарить пехотного генерала. Так, вот эту группу интересно, чем будет останавливать. Заказал рейнджеров. Интересно, флешки выучил или не выучил? Ну, флешки должны быть, пока нет. Еще несколько ракетчиков поверху. Только так, не надо заезжать здесь мины. Все. Мины уничтожили. Хаммер. И что дальше? И все, что ли? Напоминаю, у кого проблемы с качеством трансляции на ютубе, есть аналог Трова или Twitch. Там тоже сейчас идет трансляция, и канал называется Аналогично. Все ссылки на каналы находятся в описании к стриму на ютубе. Можете найти и зайти и наслаждаться игрой без потери, как говорится, качества. Так, еще один Хаммер. Ну, все Хаммеры почему-то пустые у Ревенджера. Ну, у Ревенджера вообще никаких проблем особо нет. Хаммеры на месте. Вышки он одну точно захватил. Вторую ему, судя по тому, что танк дракон оттуда едет, как раз таки сжигает The Game. Еще и без казармы сейчас, скорее всего, что останется. Очень долго бьет пустой Хаммер. Он бы хоть Тоу на них выучил, что ли. И вообще без Тоу, без ничего. Хаммеры просто... Хаммеры холостяки, я бы так их назвал. Они пустые. Так, вот мини-ганнеры достаточно сильно долбят. Опа. Как это упустил The Game? Тут бульдозер строит Firebase. Очень легко так. Нет, все-таки не дали этому бульдозеру осуществить задуманные планы этого Ревенджера. Ну, и аванпост тоже не может проехать до путя. Всех уничтожают, никого не оставляют. Ой-ой-ой-ой, Хаммер. Хаммер на соплях. Ты хотел уехать, но не получилось. Так. The Game пока все хорошо. Хоть и бульдозеров нет, но он еще в игре. Аванпостов много. Еще один Хаммер потерял. Не ожидал его увидеть. Ревенджер внизу. Этот аванпост. И остался без Хаммера. Так, ну надо с этими справляться как-то. Ой. Еще умудрились еще и Хаммер забрать. Так, еще один бульдозер. Это последний. О, и заминировали его. Ну все, Ревенджер тоже без бульдозеров. Внизу гости. 2 аванпоста едут.
Хаммерах есть флешки. Что делать с этим делом? Высаживают полную труповую... Аванпосты. Труповозы недорогие, у Пеха ими не особо играют. Не так уж и часто. Так, база Ревенджера сейчас будет страдать. Но и у The Game ситуация тоже не самая лучшая. Есть флешки у рейнджеров, но там рейнджеров маловато будет. И слишком много полных аванпостов. Теперь кто кого первым завалит, тот и получает победу в этой игре. Слишком мало. Больше бы рейнджеров вообще было бы шикарно. И сдается Ревенджер. Ревенджер все-таки не дожал. Хотя шансы у него были. Шансы были, но не воспользовался. Пока, слушай, ну не выходит. Ладно. Может еще надеяться, что победит. Ну, флешки еще есть. Да, ну, последняя электростанция остается, да, все-таки Ревенджер выходит. Второй балл забирает у нас Гейм в этой игре. Не без проблем, но все-таки выжимает максимум. Ну что ж, ответная игра. И теперь у нас справа играет Ревенджер, пехотный китайский генерал. Слева напротив Ревенджера The Game, обычный американский генерал. Ну, Ревенджер не так богато играет, как The Game в прошлой игре. Только 2 бульдозера имеет. The Game имел аж 3, но все потерял. Причем как-то нелепо потерял. Я бы не сказал, что прям там за ними какая-то сверхмощная охота была. Теперь посмотрим, на что способен Ревенджер за пехотного генерала. Сможет ли он вывести игру на максимум и довести дело до победы. Разрыв пока между игроками минимальный, еще 2-1 в пользу The Game. Ага. И The Game сразу оборонит вот этот проход внизу. Сразу туда Firebase. И не рассчитал Ревенджер. Как раз туда и поставил военный завод. Такое ощущение, что The Game его ожидал. Но я по-любому буду этот бой перезаливать на YouTube. Так что он в любом случае останется. Плохо, что качество самой трансляции на YouTube почему-то упало ниже плинтуса. Чего быть, в принципе, наверное, не должно было. Поехал первый труповозик. Так, это что такое? Что за каркас здесь был использован Ревенджером? Не знаю, это может быть нарушением правил. Почему там был каркас? Хаммер от The Game ищет, где находятся вражеские бульдозеры. И находит, да. Первый бульдозер есть. Минус. А где еще бульдозера? Есть еще бульдозера? А что, последний бульдозер был, что ли? В натуре последний. И что дальше?
И что дальше? Где бульдозера? А Хаммер продолжает свою охоту. Здесь машинки почикал. Огромное количество Хаммеров пытаются собрать за гейм. А у Ревенджера по ресурсам немножко не хорошо. И Хаммеры поехали вперед. Отвоевывать свою территорию. И высаживается аванпост. Минус Хаммеры. Блин, а тут Хаммер сзади с тыла заехал. Сволочь такая. Но все-таки... Он, кстати, тот самый, который забрал бульдозеры. Ревенджеру. А флешки уже есть. The Game тоже парень молодец. Сразу заказал флешки. И поехал вперед. А тут нечем встречать Ревенджеру. Ревенджер, походу, все-таки проиграет эту игру. Хотя не, в аванпосте было прям очень много пехоты. Но там флешки опять же. Опять же флешки. Флешки должны справляться с этими пацанами. Тут есть миниганер в этой группе. Даже два. The Game вышки не захватывал. Как и Ревенджер. Вышки пока ничейные на карте. Черного лотоса у Ревенджера не будет. И The Game объезжает этот проход. Он очень тяжелый, очень опасный. Вот тут бункер нарывается на него. Бункер мешает. Но флешками. Флешками от него избавляется, от этого бункера. И Хаммеры поехали дальше. И уничтожается электростанция. Это серьезная потеря для Ревенджера. Без электроэнергии он будет медленнее войска себе заказывать. Это, кстати, крайне неприятная штука. И остается только один ресурсный центр, военный завод и казарма. Осталось только с этими пехотинцами разобраться. Так, ну тут надо будет флешки какие-то. По-любому, без этого никуда. Пошел захватывать вышки Ревенджер. И одну уже захватил, вторую тоже хочет захватить. Ага, сел в домик. Один миниганер далеко не добежал. Его встретили. Ну, рейнджеры с флешками, поэтому эти дома занимать крайне сложно. Практически невозможно. Сверху вышку сейчас уничтожит The Game. Даже не будет уничтожать. Наверное, все-таки взял захват, выучил. Даже не знаю, может ли все-таки Ревенджер без бульдозеров, без электроэнергии дожать The Game. У The Game, в принципе, все есть. Скоро третий ранг появится у The Game. Это чревато последствиями. Есть бульдозер, поэтому будут повышения. The Game даже вышки умудрился захватить.
Ну и до 3-го ранга совсем недолго осталось. Делает стратегический центр. Скоро начнет строить командный центр. До 3-го ранга ему осталось совсем ничего. Но проблема в том, что пехотные генералы, они очень мало дают экспы за убийство кучи пехоты. Ее много, но толку от нее мало. Так, тут ребята с флешками уже есть. И зажимает Ревенджер эти хаммеры. С другой стороны их встречает такая же группа с ракетчиками. И надо бы отправить одну группу сюда, вторую сюда, чтобы зажать уже наконец-то эти хаммеры. Но нет. Есть стратегический центр. Поехал наверх, там одиночная казарма. Но до нее достреливать нельзя. Тут через холм придется заехать на сам холм. Ну тут разве что большую группу пехоты наспамить Ревенджером и пойти в атаку. О! Нашел как пробраться к чинукам. Одним миниганером, один чинук сбит. Второй чинук тоже не убирает The Game. Его тоже сейчас собьет. Да, придется новые чинуки заказывать. Опа! Напоролся все-таки The Game здесь на пехоту. Она как раз туда и шла. Возвращает себе контроль над вышками Ревенджер. И украинскому игроку надо что-то придумывать новое. Есть 3-й ранг. Но пока не видно снайперов. Он брал, вообще их не брал. Непонятно. Без снайперов пока играет. Но они нужны как бы. Почему не взял их? Ага, есть первый снайпер. В принципе, уже хорошо. И Ревенджеру будет очень сложно. Ему надо сейчас аванпосты делать. Как можно больше, чтобы всю эту ораву из пацанов туда посадить, и можно было спокойно идти в атаку, не опасаясь тех самых снайперов. Но, к сожалению, без аванпостов, без большого количества аванпостов играет Ревенджер, просто собирает группу с пехотой. Садит в бункер. У The Game образовалась новая группа хаммеров. Там и флешки есть, и снайпера есть. Да. Ох, полный бункер пехоты потерял сейчас Ревенджер. Был бы хоть один бульдозер. Но нет. Бульдозеры были проиграны в начале. Да, снайпера справляются со всей пехотой. Я не знаю, чем уже помочь Ревенджеру. Чем ему самому себе помочь вот в такой ситуации, когда бульдозера нет, там уже снайпера есть. Вся пехота, которую ты выведешь, все будет просто никуда. Причем достаточно далеко подстреливают. Так, ну главное хаммеры не терять. Ни в коем случае. Так, снайпер был убит. Есть новые снайпера. Ну, это, наверное, последние попытки
Ревенджера прорваться вперед. Иначе его просто The Game сейчас снесет, да и все. Вернул себе контроль над нефтью. The Game. Ресурсы, правда, заканчиваются, но здесь есть полный supply. Ну, что стал? Можно, в принципе, попробовать поехать вперед. А ресурсов нет у The Game. Нечем заказать новый чинук. И что делать в такой ситуации, непонятно. Опа. Вот это новость. А там снайпер, блин. Снайпер — это плохо. The Game живет только за счет захваченной вышки. Больше у него ресурсов нет. Ревенджер вообще на дальняк ездит машинками, собирает коробки. То есть ситуация обоюдо тяжелая. Аванпост сам себя взорвал просто. Ну, калич неимоверный просто. А там флешки, рейнджеры с флешками сидят. Нет, тут мимо снайперов просто так пешком не пройдешь. The Game может заказать новый чинук. Денег хватает вроде. Ну, очень долго мучаются. Причем ни один, ни другой не может прорвать другого. Очень тяжелая идет игра. Ну, походу, на равных играют. Походу, на равных. Раз так тяжело все идет. Есть каркас командного центра. 4-й ранг у The Game. 4-й ранг и повышение, в принципе, могут сейчас решить. Если тяжело прорваться так своим ходом, то, скорее всего, что повышениями все-таки получится. Да. Не может Ревенджер прорваться. Снайпера мешают очень страшно и сильно. Вообще неприятно. И полетели А10. Все. Минус ресурсный центр и минус военный завод. Но это уже последнее здание. Казарма осталась и добивает его. The Game, получая свой 3-й балл в этой игре. Нас разгромили. Неудачную карту выбрал Ревенджер для себя. Очень неудачную. Не получилось. Ну, за гейму для победы хватит еще 2 игры забрать, в принципе. Каньон.
Ну, исходя из опыта просмотренных таких вот игр, у китайца шанс есть. Но при условии, если он со старта начнет играть мигами, как можно быстрее возьмет напалм и будет вскрывать все аванпосты, которые идут к нему навстречу. И пехоту, которая осталась после аванпостов, будет быстренько чикать при помощи гатлингов. Вот. Только при таких условиях есть вероятность у The Game победить. The Game у нас первую игру стартует с китайца ванильного. Против него Ревенджер внизу за пехотного китайского генерала. Вариантов на самом деле у The Game не так уж и много. Ну, посмотрим сейчас, как The Game распланирует свою игру. Вместо этого Ревенджер переходит в аэродром. Ну, посмотрим. Почему бы и нет, да? Так, военный завод. Все-таки The Game играет... Я бы не сказал, что выигрышную свою тактику, но... Надо было все-таки, наверное, попытать счастье. Через аэродром. Но Ревенджер играет как раз-таки... Хеликсами будет. Тут теперь вопрос. К чему будет готовиться The Game? The Game выводит свой первый танк Дракон. Бульдозер от Ревенджера поехал вперед. Скорее всего, это чисто в разведку, чтобы увидеть хотя бы, что там и как там. Да, первый Хеликс уже есть. Вот это вот, кстати, от Ревенджера правильное решение. Возможно, сейчас The Game не ожидает этот Хеликс. Возможно. Есть бункер. Бункер сразу увидел готовящуюся атаку. И один гатлинг. Один гатлинг тут ничего не решит. Второй гатлинг... Ой, надо высаживать. Надо высаживать, иначе не доживут. И уничтожается сразу ресурсный центр. Тут можно второй бульдозер рядышком забирать. Что упал вертолет, и пацанам хоть бы хны. Ну, ресурсный центр точно можно. Военный завод решил бить. Правильно, тоже пойдет. А по гатлингам? И по гатлингам тоже прилетает. Так, без военного завода остался. А новый Хеликс будет? А новый Хеликс есть уже. Танк Дракон не пропускает. Ревенджер. Вышки захвачены узбекским игроком. Преимущество по ресурсам сейчас имеет. И если еще один пропустит Хеликс, в принципе, может быть конечное для The Game. Хеликс уже готов. Полетел вперед. Здесь домик есть. То есть увидят, если что. Гатлинг до одного места тут. Ну что ж. Да, The Game сдается. Видит, что не потянет. Ну что, Ревенджер потихонечку возвращается в игру. Придется играть ответную игру. Интересно, Ревенджер сейчас будет играть с аэродромами со старта или нет? Ну, просто действительно, что практика показывает, что игра за китайца против пеха аэродромами самая профитная. По-другому никак. Реально никак.
Решил на самый дальний ресурсный центр поехать The Game, хотя более выгодно тут, конечно, поставить. Но его решение. Посмотрим, как будет играть его оппонент. Военный завод. Ну, военный завод и казарма. Ну, все-таки слабое решение на самом деле. Ну, не знаю, то ли не привыкли они, или не знают. Три ресурсных центра уходит The Game. Поехал бульдозер. Выдвинутым военным заводом. Драконы пойдут. А готов ли Ревенджер к этим драконам? У него побежали пацаны на захват вышек. Один вниз побежал, другой налево. И тут же бульдозер ездит. Сразу ставит бункер. А вот и аэродром. Казарма у The Game с военным заводом достаточно близко находится к базе Ревенджера. Первым боевым юнитом использует, конечно же, танк Гатлинг. Ой, бульдозер здесь увидел, где находится военный завод. Теперь понял. А, Хеликсом. Хеликс решил использовать. Ревенджер. Ну, Гатлинг вряд ли остановит танк Дракон. Надо продавать ресурсный центр и выводить какой-нибудь Баттлмастер. Ну, или же Хеликс. Побыстрее собирать этих пацанов, и иначе он тебе сейчас напорит тут херни. А он уже начинает творить. Уже и аэродром потерян. И это даже не было еще аванпостов. Новый аэродром приходится отстраивать. Так. Ну, Хеликс. Надо было все-таки Миги. Миги понадежнее будут. Да и Хеликсом дальше не полетишь особо, потому что сейчас его собьют. Избивают. В два военных завода играет сейчас The Game. Но Миги с напалмом. Увидим, не увидим. Да. И туда же на правый фланг базы Ревенджера рвется группа из одного аванпоста и одного труповоза. И, к сожалению, второй бульдозер потерян. Заезжает The Game. Но не удалось китайцу совершить чудо. Не удалось. Счет становится 4-2. Ну и, возможно, последняя игра сейчас для Ревенджера будет. Конечно, не хотелось бы, но все ж таки возможно. Карту будет брать Ревенджер. Ну и... Forgotten Air Battle.
Нас разгромили. Давно эту карту не видел. Не самая богатая карта. Я бы даже сказал, бедная. 2 точки с ресурсами и по вышке, по флангам. И все. Так, ну что, у нас слева находится The Game, зеленый цвет. Красненький Ревенджер находится справа. Даже скрапики отменяет Ревенджер. Но Ревенджеру надо отыгрываться. Счет 4-2 не в его пользу. За гейма пошли норки. Удобные для него. Кстати, Ревенджер у нас ядерный. Да? Ядерный против стелса. Стелс у нас The Game. Просто сижу, пытаюсь понять, что у меня на ютубе, блин, такие просадки по кадрам. По качеству, вернее. Битрейт ровно идет. Что за прикол? Ревенджер хочет вышку захватить. Ну, казарму, наверное, будет ставить. Или просто спрятал бульдозер туда. Возможно, и бульдозер просто спрятал среди зданий. БМами пытаются останавливать норки все. И вроде как квады точно остановил. И норка вторая тоже уничтожается. Еще один БМчик. Кстати, рабочих можно раздавить. Рабочие не разбегаются. Рабочие-то у The Game не разбегаются. Ни за что поплатились. Ой, чуть не пропустил. Такая хорошая техничка проехала просто по тылам. Ревенджера такой рейд устраивает. Украинский игрок узбекскому. Ой. Не успел грузовичок или успел. Ой, убери бульдозер отсюда, пожалуйста. Убери, пожалуйста, бульдозер. Возможно. Возможно и нет. Можно, в принципе, поиграть, но придется мне стрим перезапустить. Я уже давно не играл в генерала, особенно в ЦХ.
последний раз, как играли в Shockwave, когда начинался World Series, и с того момента по турнирам, короче, пошли. Просто мне надо сейчас еще одну, у меня там теория одна есть, почему на ютубе так висит. Надо, кстати, проверить ее. Может быть, из-за этого. Ну, если это не сработает, значит, ну, тогда YouTube для трансляции использовать не буду, да и все. Что поделать. Что-то как-то The Game хреново или что? Как-то у него нор не хватает. То есть везде Ревенджер подчистил ему норки, оставил только самые-самые-самые те, что на базе у него есть. В центре норку очередную сжигают. Даже не дает захватить нефтеперерабатывающий завод, чтобы скидки хоть какие-то были. Еще одну норку The Game поставил внизу карты, поближе к базе Ревенджера. Еще и вышку себе перехватывает. И ведет дальше свою группу. Блин. Не даст Ревенджер просто так The Game пройти дальше. Все-таки заберет себе, походу, 3-й балл. Потому что я не вижу, за счет чего